Привет, друзья! Добро пожаловать на канал! Сегодня я поделюсь с вами 3 рецептами быстрой и вкусной глазури для куличей, а самое главное, без использования сырых яиц. Глазурь на сухом молоке. В миску высыпаем 60 грамм сухого молока и 2 чайные ложки сахарной пудры. Количеством пудры можно варьировать по вкусу. Теперь постепенно вводим теплую воду, постоянно помешивая. У меня ушло 25 мл воды. Воду нужно добавлять понемногу, доводя до нужной консистенции. Глазурь по вкусу напоминает молочный шоколад. Этой порции глазури хватит на 2 кулича диаметром 9 см. Второй рецепт – глазурь на сгущенном молоке. В миску высыпаем 3 столовые ложки сухого молока с расчетом 1 ложка на 1 кулич и добавляем 3 столовые ложки сгущенного молока. Хорошо перемешиваем. Если глазурь, на ваш взгляд, получится жидковатой, добавьте сухого молока. Если наоборот, добавьте сгущенки. Чем гуще консистенция, тем дольше будет застывать, но и сильных потеков на куличах не будет. Глазурь по вкусу напоминает белый шоколад. Этого количества глазури хватит на 3 кулича диаметром 9 см. Последний рецепт – глазурь на желатине. 1 чайную ложку желатина заливаем 1 столовой ложкой теплой воды. Перемешиваем и оставляем набухать. В маленькой кастрюле или сотейнике смешиваем 125 грамм сахара, 50 грамм воды и щепотку лимонной кислоты.
Отправляем сотейник на средний огонь и доводим до кипения. Постоянно помешивая, кипятим, пока сахар полностью не растворится и сироп не станет однородным. Ждем, пока масса перестанет кипеть, добавляем в нее набухший желатин и перемешиваем. Затем взбиваем до образования густой плотной пены. Чем дольше будете взбивать, тем гуще получится. Работать с этой глазурью нужно очень быстро, так как она застывает на глазах. По вкусу очень похожи на мягкий зефир маршмеллоу. Этого количества глазури хватит на 3-4 кулича диаметром 9 см. Как вы видите, ничего сложного в процессе приготовления глазури нет, и каждая из них хороша по-своему. Самая белоснежная глазурь на желатине. Если вы хотите не очень сладкую глазурь, используйте на сухом молоке, так как количеством сахарной пудры можно регулировать вкус. Глазурь на сгущенном молоке получается глянцево-стеклянной и очень вкусной. Экспериментируйте, это позволит вам получить пасхальный шедевр изумительной красоты. И обязательно делитесь в комментариях своими впечатлениями. Пока-пока и до скорой встречи на канале.